Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваше внимание. Тема сегодняшнего расклада – крючок судьбы. Чем именно ты зацепила его сердце и почему он не может сорваться? Расклад будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после сигнификации загаданного вами мужчины. Пожалуйста, вспомните его глазки, улыбку, тембр голоса, назовите его имя. Вспоминаем, какой он, этот мужчина. В конце видео будет совет психолога, бонус, да? Надеюсь, будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Также присылайте любые вопросы, на которые хотели бы услышать совет психолога. Пожалуйста, отвечу. В моих видеоконсультациях иногда человек фиксируется не на образе в целом, а на конкретном ощущении, которое возникло рядом с тобой. И это не про внешнюю какую-то идеальность, а про внутренний отклик, который он испытал в определенный момент. Ты могла даже не придать этому значения. Это какая-то случайная реакция, интонация, может, наоборот, твоя дистанция, а может, наоборот, также вовлеченность твоя, искренность какая-то в моменте, да? Но именно в этот момент у него и сформировалась связка между тобой и сильным эмоциональным состоянием. И теперь даже если он пытается рационально это все объяснить, по полочкам разложить, да, или пытается отстраниться, эта внутренняя фиксация, она продолжает работать. И вопрос здесь не в том, почему он не может отпустить, а в том, какая именно твоя естественная проявленность стала для него тем самым крючком, который удерживает его внимание и возвращает к тебе снова и снова. Итак, сигнификация этого мужчины. Вспомнили его имя? Какой мужчина к нам пришел на расклад? Вау! Скромный, со вкусом. О чем это? А знаете, показано мне, ух ты, два мира встретились, да? Мужчина с кинжалом за спиной, да, эта карта характеризует человека, знаете, не очень, честно говоря. Это карта, мягко говоря, недоговоренностей, двойных стандартов. Человек может входить во взаимоотношения, имея свои какие-то вторичные выгоды, тайны какие-то, опять-таки, да. В негативе вообще это карта предательства. И тут у меня эта карта часто падает на характеристику женщины, которая тут покровитель высших сил, посланник, вернее, это посланник высших сил. Женщина добрая, женщина тут, для которой естественно, заботиться о близких, проявлять самые прекрасные свои качества. Поэтому и говорю, как два мира встретились. Может быть, даже женщина слишком наивна, слишком доверчива. Если тут мужчина, наоборот, как будто бы, скажем так, мало кому доверяет. И, я никого не осуждаю. Тут, может быть, опыт у него такой был. Но тут мужчина 1000 раз подумает, прежде чем войти в какие-либо взаимоотношения. Выгодно это ему, невыгодно. Тут как-то так. И тут же женщина рядышком, которая придет на помощь тут по любому зову, по любому, не знаю, даже просьбе, не просьбе. Для нее это как дышать, да? Проявлять вот такую какую-то заботу, милосердие. Но это показана карта прошлого, карта динозаврики. В принципе, как так. Мы на мужчину смотрим вообще-то. Картина маслом. Девочки, страстный павлин у меня вышел. Я их же не зову, они сами приходят. Хотела сказать, не виновата я, он сам пришел. Вот смотрите, у него сейчас какая-то история такая проигрывается. Наряду с тем, что он показан по карте павлин. Это мужчина, который знает себе цену, знает о своих достоинствах, умеет на этом, знаете, акцент сделать.
преувеличить эти свои достоинства, преподнести себя. Опять-таки, это как будто оперение, действительно, оно роскошное. Тут может и влюбить в себя почти любую женщину, да, скажем так. При этом он довольно-таки темпераментный, страстный. Тут такое комбо, трудно не влюбиться, наверное. Но так же, как у любого павлина, как у любой птички, да, есть эта красивая фасадная сторона, есть с тыла, если глянешь, что без слез не взглянешь, да. Не приведи Господи увидеть сзади этого павлина. Так вот, точно так же у этого человека есть, как у каждого из нас есть какая-то, ну, знаете, как не очень красивые истории из прошлого, то, о чем мы хотели бы умалчивать, там, лишний раз не выносить на обозрение публики. Но за счет вот этого оперения, повторюсь, он делает акцент на своих достоинствах, и ты о недостатках, о том, что они у него в принципе могут быть, ты даже не задумываешься. Ты уже влюбляешься по самое не хочу, все. И потом, когда узнаешь этого человека поближе, тут хоп, и думаешь, Господи, как так случилось, почему, где моя голова была? Куда мои глаза глядели? А вот глядели на вот это вот оперение. Все уже бессмысленно уже. Там что-то включать остатки мозга, когда ты в него влюбился. А истории некрасивые могут тут всплывать из прошлого или его нынешние какие-то поступки, его, может быть, характер, проявление. Тут все это есть, имеет место быть. Но тут история, знаете, о чем? О том, что ему, как свинью подложили, он тут подвлюбился в кого-то. Тут как созависимое отношение. Для него это не очень характерно. А скорее всего, он привык нести себя, знаете, любить себя в искусстве. А тут что-то вот карта мужчина. Но мужчина по этой карте сам по себе проблемный, я хочу сказать. У него могут быть тут и зависимости, и какие-то такой непростой парень. Это не подарок небес на самом деле. Хотя тут вот подарок. Это такая карта, говорят, подарок, который ты думаешь, это подарок, а это свинью тебе подкладывают. Вы могли тут подвлюбиться в него, тут с кем-то могли вот эти вот созависимые отношения такие быть. Тут мужчина, с ним сложно на самом деле, очень сложно с ним. В него можно влюбиться, это как какая-то роковая, не очень приятная любовь. Но по поводу спокойствия с ним нет. Покой вам будет только сниться рядом с ним. Тут и стабильность нет. Тут скорее мужчина такой. Он хотел бы все и сразу, и может быть, и какие-то профессиональные, тут какие-то у него тут карьерные устремления, и параллельно тут темперамент, страсть, в личной жизни хотелось бы всего и сразу. При этом, повторюсь, этот человек о себе никогда не забудет, он никогда не будет для себя в проигрыше. Но вот тут что-то мне как раз по этим картам, тут неожиданно для себя он то ли подвлюбился, то ли он попал в какую-то историю любовную, где, может, он сам стал, знаете, как человек, он, как говорят, человек предполагает, да, а Бог располагает, или что-то из этой серии. Смысл такой, что он тут планировал одно, какую-то, может, любовную историю какую-то, так вот, что она будет проходить, может, проявление какой-то женщины. А все случилось совершенно не так, как с ног на голову. И где-то эта женщина, она его как выбила из седла, если можно так сказать, почву из-под ног у него выбила. Вот пошло не по его сценарию тут что-то. Ну вот, я спрашиваю, о чем это? О том, что ему какая-то ведьмочка встретилась. Женщина, обладающая тайными знаниями, увлекающаяся, может, эзотерикой, психологией. Женщина для него как непрочитанная книга, непонятная, загадочная, манкая. Вот тут он, может, думает, странно. Остальные проявлялись как-то так, а она нестандартна. И вообще, почему я на нее запал? Что у ней такое? Что-то в ней такое есть. Непонятная манка. Причаровала меня. Зачаровала. Приворожила. Ладно, вот такая сигнификация у меня этого мужчины. Подпишись на канал и поставь лайк.
Так, смотрим теперь. Крючок судьбы. Чем именно ты зацепила его сердце и почему он не может сорваться? Первая точка зацепки, если можно так сказать. Кто он, ну этот мужчина, какой он, да? Его какие-то, может быть, не знаю, самые яркие характеристики, что нам покажут. И в какой момент произошла фиксация на тебе. Ключевое что-то. Ну, может, нам покажут. Следующее смотрим, что именно его задело. Жест, взгляд, реакция, поведение. Я, наверное, возьму Монару эротическую сюда. Может, она лучше покажет. Это как первый какой-то импульс. Может, вам будет интересней. С эротическим подтекстом. Итак, следующее. Какое состояние ты в нем вызвала? Интерес, напряжение, восхищение, вызов, да? Может, вы, я уже не знаю, сбили корону у него с головы. Давайте посмотрим поведенческий паттерн. Как это все проявляется? Это возвращение к мыслям о тебе, сравнение тебя с другими, наблюдение какое-то, подсматривание, да, вот как это все проявляется. Давайте посмотрим. Каждый день на каком-то бытовом уровне, как это все проявляется. И давайте последнее, я вытащу карты. Это твоя осознанность, да? Понимаешь ли ты эту свою черту? Понимаешь ли ты свое влияние на этого человека? И вот как эта черта, как это влияние, нет, как это влияет на вот взаимодействие? В полной мере отдаешь ли ты себе отчет, да? Как? Что-то мне захотелось эту колоду взять. Давайте. Как это влияет на взаимодействие. Итак, первое у нас. Кто этот мужчина? Какой он? Как его увидели, да? И в какой момент произошла эта фиксация на тебе? Ух ты. Что-то мне показали опять эти карты, динозаврики с прошлого, и свинью подложили, и он закрывается, какой-то мужчина. Ух ты. А тут вообще показано, как будто бы он особо-то и не расположен был к, ну, мягко говоря, к влюбленности, к сближению. То есть для него это, может быть, тоже стало... офигеть, какой неожиданностью, вот я вам честно скажу. Тут вообще показано, он был тут закрыт по карте щит, от всех закрывался как будто бы. Спасибо, мне вообще не нужно никакого общения, ни сближения, ни каких-то тут взаимодействий. Для него это вот такой подарочек неожиданный, как будто ему судьба преподнесла. У него, я повторю, у него какие-то свои сценарии были, свой ритм жизни. А тут вот для него, как вот такой подарок небес, вот свинку подложили. И он подофигел. Это все в прошлом, да, мне показали. И в какой момент произошла фиксация на вас? Я вам хочу сказать, вы его тут как-то обезоружили. Карта княгиня, карта лотос и свечи. Смотрите, вместе какая картинка у меня складывается. Он привык то ли к какому-то другому типажу женщин, да, что они там как-то проявляются, взаимодействуют с ним. А у меня тут ваша картинка. Как он у вас увидел? Княгиня – это женщина достойная, кто-то может быть замужем. У кого-то тут уже, как, знаете, сложившийся какой-то образ жизни, да, я имею в виду ритм жизни. Княгиня – самодостаточная женщина, которая, может, также не ищет никаких сближений, встреч, флирта, там какого-то легкости. Женщина живет своей жизнью. При этом его
Вот фиксация на вас, он увидел в вас самое основное, это карта лотос, это какая-то чистота, чистота помыслов, чистота души даже можно сказать. Лотос это цветок, который поднимается из ила, из низа, из грязи, из ила, поднимается на поверхность водную, да, распускается, и на нем нет ни крапинки, как это сказать, ни капельки нет грязи. Это о том, что вы, может быть, взаимодействуя даже в каком-то коллективе, сталкиваясь с какими-то нехорошими ситуациями, некрасивыми проявлениями людей, да, в принципе, как будто вот в социуме вы сталкиваетесь с разными людьми, может быть, даже очень нехорошей ситуации, но при этом вы к себе эту грязь как будто не пускаете в свое сердце. Может быть, даже философский у вас взгляд на это все, или у вас свой кодекс, своя мораль. Он вот это увидел. И карта свечи – это как очищение. Это, знаете, вот общение с вами, это как для него стало как глоток свежего воздуха. Это как, или как глоток родниковой воды, да, чистой. Вот это все сюда, девочки. При этом я вижу вас, как будто бы вы жили своей жизнью, и тоже особо у вас в голове не было там мыслей, вот, ух, какой-то мужчина, надо с ним срочно весело провести время. Нет, как будто бы вот он своей жизнью живет, и вы своей жизнью живете. Он видит вас там достойную, может быть, там, женщину, но без всякого. Но при этом у него как будто бы душа потянулась к вашей. Вот ваши какие-то, это скорее внутренние ваши какие-то качества, чистота души, по-другому не скажу. Вот это его притянуло. И он как будто бы, если можно сказать, вот этот щит, эту броню он снял рядом с вами. Почему? Потому что он увидел вас, какой-то такой архетип вот женщины, может быть, с такими он, не буду говорить, никогда не сталкивался. Но, может быть, давным-давно он с такими не сталкивался. Вот так вот мне даже. Угу. Вот это вот в этом произошло что-то. Вот тут как-то так вот у него отреагировала. Скорее, как, знаете, его душа к вашей потянулась. Закрывался он, не закрывался. Так вот случилось, так сложилось, так было предопределено. Так, давайте, первый импульс. Что именно его задело? Жест, взгляд, реакция, поведение. Ух ты. Что это тут такие вампиры у нас? Свобода, одиночество. Ух ты. Девочки, а что его задело? Первое его задело то, что он, может быть, пытался к вам проявляться. Знаете, повторюсь, карта вампир – это потребитель. Это, знаете, не обязательно тут какой-то ловелас, нет. У него, повторюсь, какой-то определенный сценарий. Вот так он проявляется с женщинами. Вот так, вот такой алгоритм. И то ли получает то, что хочет, то ли у него складывается картинка о женщине, какое-то видение, да, этой женщины. А тут вот, что его задело, да, то, что он тут как-то пытался как-то к вам проявиться, а вы показали тут, я не буду говорить, что сказали ему, ты свободен, да. Нет, тут карта вы с крыльями, девушка с крыльями, свобода. Может быть, не поддались на его какие-то то ли провокации, то ли манипуляции, то ли какие-то сценарии легкие, которые он, в принципе, может быть, полушутя, что-то такое, знаете, это как проверка вас на прочность. Как будто бы, то ли вы показали, тут карта одиночества еще, не обязательно, что вы одиноки, тут не в этом дело, а в том, что скорее вы не будете за него цепляться, скорее всего, вы свободны от каких-то тут, даже навязанных там установок, клише, скорее... Знаете, он пытался, может быть, он с вами пытался играть, а тут он столкнулся с тем, что неожиданно для него тут женщина может как-то так, знаете, ненавязчиво, где-то своей мягкостью, харизмой, женственностью. Эта женщина может мужчинами вертеть, крутить, если ей нужно. Но тут может быть и ваше поведение, ваш взгляд 100%, ваша женственность. Тут просто оно в сочетании, знаете. Он изначально считал незаинтересованность в нем. Изначально он считал, что женщина как будто бы, знаете, тут не одиночка, тут буду читать как
Самодостаточная женщина, свобода. Женщина, которая не будет ради мужчины тут, знаете, идти на какие-то там особо жертвы, компромиссы, как-то так вот. Может быть, даже вы так как-то на него недоуменно посмотрели, когда он тут пытался с вами как-то коммуницировать. Ну, как хотел сказать, извините, как на пришибленного, да, на какого-то. Он так считал, как будто бы вы на него смотрите и думаете, будто бы он думаете, что тебе вообще от меня надо? Ну, такое. Что-то странные мне карты. При этом вызвали задело то, что особо вы тут за ним как-то, может, он пытался, знаете, как павлин этот ходить, а вы никак не реагировали или отстранялись, или делали вид, что вам вообще это неинтересно, даже, может быть, вам смешно было. При этом по карте мир женщина самодостаточная, интересная, на разные, повторюсь, с вами можно поговорить на разные темы, у вас свой взгляд на эти темы. И эта карта, вот она характеризует вас. Карта мир, смотрите, женщина оседлала этот земной шар, да, в руки взяла тут пистолет, ковбойская шляпа и показывает ему 5-ю точку. То есть вот его первый импульс, что его задело, то, что вы продолжаете своей какой-то жизнью жить. Его не ставите на пьедестал, не ставите его, знаете, как вот, ой, не даете ему ту реакцию, что ты тот самый, я тебя ждала всю свою жизнь. Хотя потом, может быть, у вас это и возникло ощущение. Но изначально его задело, что женщина продолжает жить своей жизнью, у вас тут своя какая-то жизнь, в которую вы его вполне возможно даже не посвящали. Да, он только мог догадываться. А ему так хотелось, чтобы вы тут на него набросились. Знаете, он тут такой как будто создавал образ. Да я тут вообще ни при чем. Вот ему так хотелось, чтобы это вы проявились как-то. А вы ему по вот этому старшему аркану мир показывали, а зачем мне это? Мне это не нужно на тебя набрасываться. Тут он, как знаете, вот ему и хочется, и колется. И от вас 100% хотелось бы такой реакции, но при этом я не удивлюсь, если бы вы так проявились, он бы так отстранился и сказал, да что ты себя придумала? Я и близко ничего не имел в виду. Вот тут такое, вот, я не знаю. Вот это какие-то такие у него внутри вот эмоции. С одной стороны, желание вроде бы, дабы это вы проявились, с другой стороны, вообще как будто бы ваше желание удержать ваш интерес. Переключить себя на него. Первая карта вообще показана, ну, я могла бы это смягчить, но вампирчик, потребитель, больше привык, дабы его наполняли, вдохновляли, как-то так, да. Ну вот его и задело то, что вы не отреагировали так, как обычно женщины, там, может быть, падают к его ногам, я не знаю, что там, чепчики в воздух бросают. Так, какое состояние ты в нем вызвала? Интерес, напряжение, восхищение, вызов, эмоциональный отклик. Ух ты, какое состояние. Смотрите, сразу у него такое было состояние эмоциональное счастье. Он счастлив, и первая карта гармония, как будто бы он, знаете, как мне это все две карты вместе считаются, как будто бы что-то такое родное он встретил. Вот это его. Он в этом, может быть, давным-давно когда-то было у него это в жизни. Ощущение это. Но он соскучился уже по этому ощущению. И тут он с вами, вот у него рядышком такое с вами было. Гармония и счастье. Обалденные карты. Так. Ну, это также, это больше, знаете, родная душа. Мне с тобой классно, мне с тобой комфортно. А дальше, девочки, пошло что-то не так. Это первые его такие вот были эмоции. С ней классно, счастье, как ребенок, я рядышком счастлив. А дальше тут включился какой-то, не знаю, то ли третий фактор, карта сплетни, окружение, уж не знаю, социум. Может, ему кто-то тут про вас начал что-то рассказывать, сплетни. И у него как будто бы страхи его включились какие-то. Страхи, причем и в его страхи, это его проекции из прошлого.
По карте карта крысы. Это говорят о том, что, может, начали рассказывать о вас какие-то вещи, и он начал сомневаться в том, что а вы истина такая. Как будто бы начал вас в чем-то подозревать, в том, что, может быть, и близко, и рядом нету. Ну, не знаю, вашей неискренности, ваших там каких-то поступках. Я не знаю, девочки. Карта крысы – это двойные стандарты. Это какая-то мораль не та. Как будто бы он засомневался в том, что вы искренне такая. И это тут сплетники, сплетницы, это все сюда. И интерес вызвали сразу классно, родная душа, оно то самое. Может быть, мне давно ни с кем не было так здорово. А дальше пошло напряжение, дальше подозрение в вашей какой-то неискренности, повторюсь, в том, что ну, не может быть так, и что-то тут не так. И потом по карте Шабаш я вам хочу сказать, я не удивлюсь, если у вас распаковка произошла, вы по-другому начали также себя проявлять в отношениях с ним. Знаете, как будто бы вот первая вот эта искренность, гармония, счастье, гармония. Может быть, у вас такие сразу же были тоже эмоции нормальные, классные. А потом вот тут что-то пошло не так. Вот я вам сразу скажу. Тут вызов, как будто бы, может, противодействие какое-то. Интерес 100%. Карта Шабаш – это вы могли заинтересоваться эзотерикой, психологией, для себя понять, что это, захотелось вам понять, что это за отношения такие непонятные, для чего они мне даны, почему столько вопросов, почему так трудно, почему не может быть вот как раньше, вот просто все ясно, классно, что дальше. Это тут кармические партнеры, люди, которые пришли в жизнь друг друга, дабы каждый из них свою жизнь изменил. В идеале в лучшую сторону, стал лучшей версией самого себя, проработал свои какие-то, я уже не знаю, установочки. Так, давайте дальше. Как это вообще проявляется, да, этот поведенческий паттерн? Возвращение к мыслям о тебе, вот это постоянные мысли о тебе, сравнение тебя с другими, наблюдение, как это у него все проявляется. Ой, бог ты мой, любовь, люблю, но ядовитая любовь, сколько мне это боли принесло, как у него это проявляется. Он понимает, что он любит, но эта любовь токсичная, она его отравляет. Ну, может, больше вопросов, чем ответов. Интересно, капец как. При этом, смотрите, любовь, карта, любящее сердце, и тут карта муза. Мысли точно о вас тут. Муза яркая, харизматичная, привлекательная. Тут и сравнение с другими, но вы тут в выигрыше. Основное, что вас его цепляет, это ваша энергетика, харизма ваша, ну, отчасти тут, знаете, такое состояние, драйв. Но рядышком с вами он таким ощущал себя, знаете, наполненным, красавчиком. Вы давали, дарили ему эти ощущения. Тут многие девочки рядышком с ним такой себя и ощущали. Но вы такая и есть, девочки. Так, мысли о вас. Так. Сравнение по-любому. Наблюдение. Ну, насчет наблюдения не буду ничего тут придумывать. Скорее всего, ну, сравнение идет с другими, но вы тут явно в выигрыше. При этом мысли постоянно крутятся, и тут нулевой аркан шут. Дурак – это по-новому. Как по-новому? Может быть, карта всадник – это проявиться, ворваться в вашу жизнь. Может быть, даже мысли о том, пересечетесь вы когда-то где-либо. Ну, вот так вот, даже вот что-то такое, вот какая-то яркая встреча. Как-то так. При этом карта ожидания. Часто мне эта карта в сочетании там с другими картами проигрывается во снах. Может быть, там вы являетесь ему, уж не знаю, на метле, не на метле. Тут мысли по кругу.
Но при этом, знаете, ожидания и вот эти вот какие-то мечты, нулевой аркан шут дурак, и в конце карта гроб. Это ощущение о том, что, знаете, это мечты, всего лишь эти мечты, им суждено остаться мечтами. Угу, так. Это как будто бы он сам может помечтать и тут же сам все это как закрывает. Мне прям интересно, а почему тут первая карта токсична и любовь? Знаете, такое ощущение, как будто человек говорит, могло у нас что-то случиться, сложиться, но не судьба. Ну, как будто бы, может, в другой жизни. Знаете, как в другом воплощении. О чем это? Почему токсично? А, тут мужчина может говорить, я сам разрушил. Это воин, мне часто так проигрывается. Мужчина, который своими действиями, поступками, или наоборот, своими какими-то не поступками, бездействием разрушил все. Вот так как-то. Ну да, у кого-то это справедливость, это изначально может быть вы в отношениях с кем-то другим, он не свободен. Угу. Как будто бы не судьба, любовь любовью, но вокруг много но по справедливости тут, знаете, как у Талькова в песне, да, несвоевременность, вечная драма, где есть он и она. Ну, или проще сказать, не в то время, не в том месте мы встретились. Вот, не судьба. У кого-то судьба не судьба при всей влюбленности, если у мужчины там уже свой размеренный образ жизни, своя какая-то сложившаяся, уже не знаю, там ситуация, жена, там, общий бизнес, еще что-нибудь, картожадность, материалка, стабильность. Ну, как будто бы уже все случилось, сложилось. Трудно ему вписать у вас свою картину мира. Вот такой подарочек, но тем не менее, эта любовь есть, она в сердце есть. Я не буду говорить, что ее нет. Но он в то же время он думает, что мне с этим подарочком делать? Это он рассчитывал на один какой-то формат подарочек, а из него такой злобный клоун выскакивает. Форс-мажор, как будто бы не ожидал он, может быть, того, что подвлюбиться. Не ожидал ты. Ну, не ожидал и, говорит, может быть, как оборонялся, и сам ее мог разрушить. Мог как-то очень некрасиво, некорректно себя вести. Он говорит, я как оборонялся, защищал. С одной стороны, защищал. Что ты защищал? Ну, опять то же самое карта. Вот у кого-то это брак, это, повторюсь, уже какой-то образ жизни свой. Угу. Ну, то есть мысли о вас прокручиваются. Вы являетесь для него, знаете, таким, ой, прекрасным сном. Так, и следующее давайте посмотрим. Твоя осознанность. Понимаешь ли ты, какое влияние ты на него оказываешь, да? На взаимодействие этого мужчины. Наверное, да, скорее догадываетесь. При этом карта звезда, мечта и карта невозможно. Но вы также понимаете почему-то, что, ну, может быть, те форматы, которые вы хотели бы, дабы они проигрались, извините, они почему-то невозможны с этим мужчиной. Так как вам бы хотелось, оно в этом виде невозможно. Опять-таки, по звезде это расстояние, отдаление, холод, при этом какая-то идеализация. Может быть, вы также понимаете, что да, может быть, он влюблен, ну, опять-таки, у меня такое ощущение, как будто вы можете думать, а настоящую истину какая, он меня, может, до конца и не знает. Может, это у него как видение меня такое вот, да. Но если бы мы ближе взаимодействовали там, а может, ну, может, разочаровался бы во мне, а с другой стороны, может, наоборот бы. Больше влюбился бы, и, может быть, хватило этой любви для того, чтобы он там какие-то шаги совершал. У каждого свое. Так, понимаешь ли ты свою черту, эту, как она влияет на взаимодействие? Знаете, опять-таки, выходят тут финансы, это невозможно. То есть вы понимаете, скорее всего, как два мира разных. Опять-таки, скорее всего, вы понимаете, что у него тут своя жизнь какая-то. Я не знаю, что-то мне так. Так, белая ворона, искренность и сплетни. Я думаю, у многих из вас также есть прекрасное понимание того, что вы не совсем по белой вороне вписываетесь, может быть, в какой-то его
в его окружение. Что-то такое мне идет. Опять, как вы из разных миров, мне идет вот такое вот. А белая ворона искренность, а с этой стороны карта сплетни. Тут языки какие-то в колючках с шипами с этими. То есть вы понимаете, что может быть при ближайшем каком-то, ну, более близком, да, взаимодействии, то вполне возможно вы бы, может быть, даже вы долго бы вместе и не были. Мне что-то так показано. Но вы на самом деле разные, очень разные. При этом я вам хочу сказать, ваша вот эта инаковость по белой вороне и ваша вот эта искренность, это, видите, девочка, тут в каком-то цветущем саду маленькая девочка бегает, тут птички какие-то, ну, как в райском саду. И она искренне этому всему радуется. Я думаю, больше всего его вот эта вот ваша чистота души привлекла. Ваша непохожесть ни на кого другого. Может быть, даже какая-то детскость, наивность. Может быть, даже нежелание особо пересекаться, знаете, вот с такими какими-то людьми, у которых вот эти вот языки с шипами. Не хотите вы разговаривать на их языке, вы хотите остаться такой, какая вы есть. И вы уважаете себя за то, какая вы есть. Я думаю, это самое главное. Вы понимаете это. Вы не готовы терять себя, растворяться в ком-либо, предавать себя. Вот тут вот как-то так. Ну и меняться. Вот вы истинно такая, а меняться вы не хотите. И ради чего? Но это вас, его, это вас и цепляет. Вы это, скорее всего, понимаете. И по карте звезда, девочки, ну, вообще это замечательная характеристика. В первую очередь это интеллект, внешние данные, умение нести себя. Ну, это без этой короны на голове, хотя некоторые могут вас так воспринимать, как, знаете, ой, она себе такого мнения, но я думаю, если ближе с вами пообщаешься, то увидишь, насколько вы тут искренне. Будто бы при вашей этой внешности, у многих это данные внешние классные, будь здоров, да? Тут при всем при этом, когда вас ближе узнаешь, видишь, насколько вы не похожи на других, насколько вы можете быть тут доброй, как большой ребенок где-то, опять эти реакции какие-то выдавать такие. Тут светлая душа. Ну. Скорее всего, вы тоже понимаете, что вы как будто бы из разных миров. Не факт, что, знаете, это так касание какое-то, общение. Но если в долгую, то там притираться придется. И, может быть, даже ваши какие-то тут морально-нравственные, тут, не знаю, нормы вряд ли не выдержат, может быть, его каких-то проявлений, да, неизвестно, как вы будете реагировать на его какие-то тут также, не знаю, выходки, да, назовем это так. Угу. Что-то мне сегодня такую историю показали. С точки зрения психологии, какое-то действительно устойчивое внимание к человеку, очень часто оно формируется через эмоционально значимые эпизоды, и в которых происходит это сильное внутреннее переживание. То есть у вас с ним случился вот этот контакт, да? Зацепили вы его тут своей непохожестью ни на кого, внешностью, внешние данные, но больше это чистота души вашей. Его душа потянулась к вашей. И часто мозг фиксирует не столько сам объект, а сколько состояние, связанное с ним, и стремится к ему повторению. Девочки, у нас там выходило его состояние изначально с вами. Это гармония и счастье было. Карты обалденные выпали. Тут вот, я помню, вот они, вот. Гармония и счастье. Вот он будет повторять у себя это. Хочет тот, не хочет, но вот он уже это зафиксировал, это гармония и счастье. Это самые первые эмоции, это состояние, какое у него было рядышком с вами. Вот это и создает этот эффект крючка. Когда человек возвращается к источнику переживания,
даже без логического обоснования. Мои хорошие, оставайтесь такой, какая вы есть. Желательно, конечно, чтобы это вы испытывали вот это состояние и гармонию и счастье внутри себя всегда. Всем удачи вам. Спасибо за то, что вы были со мной. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.